Добрый день, подписчики! Мы сегодня будем наносить декоративную штукатурку с наименованием Loft. И показывать мы будем способ нанесения через тюль, как вы уже, наверное, поняли. У нас есть такое видео на канале, оно уже достаточно старое. И многие сомневаются, можно ли это сделать на стене. Вот смотрите, мы берем тюль. Крепим ее, например, если это гипсокартон, то саморезами. Если это оштукатуренная стена или какая-то, пробуйте, например, финишные гвозди или еще какие-то. Обязательно есть какие-то способы закрепить тюль наверху. Ну, то есть у потолка закрепить, чтобы в дальнейшем ее использовать как трафарет на стене. Что еще? Какие есть нюансы? Желательно, чтобы тюль была шириной в стену. Это если вы хотите получить одно полотно. И это не какая-то фантастика. Например, у нас комната, маленькая даже комната, она шириной 3 метра. А тюль мы всегда берем с запасом на сборку. То есть тюль, она бывает 4-5 метров. Это вполне себе огромный кусок на большую стену, допустим, даже 5-метровую. Ну и даже если у вас нет такой широкой тюли, то вы можете ее стыковать, что тоже, в принципе, проблем не составляет. Закрепили у потолка. Можно также закрепить в углах. Смотрите, чтобы вам было удобно. Я не считаю нужным закреплять, честно говоря, в углах, потому что, когда мы наносим штукатурку декоративную, сквозь тюль, вот сейчас, смотрите, наносим кельмой или шпателем. Штукатурка декоративная через поры в тюле, она закрепляется к стене, и сама тюль фиксируется на стене. Она перестает бултыхаться, и даже если у вас где-то слетит вот крепеж, там саморезик какой-то или финишный гвоздь, то тюль уже не отпадет. Штукатурка ее зафиксировала. Именно декоративная штукатурка. Что про сухие смеси я сказать не могу. Я вот сейчас читала комментарии, тоже можно ли делать из сухой. Ну, можно делать из сухой, но эффект другой. То есть тут я вам не подскажу прямо грамотно, потому что сухими смесями мы декор не наносим. Мы наносим декоративные штукатурки. И вот так по всей плоскости стены вы наносите штукатурку, плотно ее прижимая, чтобы было сцепление со стеной, чтобы заполнились все поры желательно. Ну, это мое пожелание. Есть, конечно, и другие стили нанесения, где там пустоты оставляют, но мы сегодня не об этом. Заполняем все поры, не оставляем пустот. И все, что нам нужно. Это все, что нам нужно. Кстати, вы еще сейчас только смотрите, вы не видите финишного результата, но вы можете поставить нам лайк уже прямо сейчас авансовым платежом. Мы принимаем авансовые платежи. Вполне. В конце концов, если вам не понравится финишный результат, вы всегда этот лайк можете убрать. Но я думаю, что он вам понравится. Что еще могу сказать? Наносим темный серый цвет. Почему? Потому что стена белая. И если бы мы наносили, например, белую штукатурку, то вы бы не увидели, что мы делаем на стене. Поэтому серая. Это во-первых. А во-вторых, у нас просто есть колерованная серая штукатурка. Вот и все. У нас ее 2 ведра, нам ее надо израсходовать. И почему бы и нет, почему бы и не сделать это в кабинетах. Сейчас мы наносим кабинет для нашего оператора. Здесь именно вот, глядя на вот эту прекрасную стену, ну, кому мы сейчас лайк и поставим, в принципе, да, и подпишитесь. Именно глядя на эту стену, он будет монтировать для вас ролики. Поэтому лайк, подписка, если вы еще не подписались. Наносим до угла. Если вы хотите, конечно, чтобы она была до угла. Если не хотите, если хотите сделать как панно, например, да, там от углов по 10 сантиметров оставить, то заклейте их скотчем. Через скотч штукатурка не попадет. Но вообще до угла, конечно. Ну вот пока, смотрите, все, что важное было сказать, сейчас вы просто наблюдаете, как наносится штукатурка. Комментировать тут особо нечего. Я могу только сказать, положите штукатурку на кельму.
Возьмите ее шпателем из ведра, положите ее на кельму и наносите, растягивая тонким слоем по стене. Но я ведь не могу это вам говорить в течение 10 минут, а понаблюдать за нанесением вы хотите. Так вот, я в этот момент еще раз скажу. Подписывайтесь на наш канал. Статистика говорит о том, что 80% смотрят наш канал без подписки. И причем это постоянные зрители, 80%, но почему-то не подписаны. Нажимаем кнопочку, подписываемся. Ну, мы для вас стараемся, а вы для нас. Подпишитесь, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, вот тюль, да, она так, барахтается. Хочется мне все руками показать. Ну ладно, не получится, вы ж не увидите. Видите, она как собирается. А после того, как штукатурку нанесли, вот она закрепилась. То есть зафиксировалась. Поэтому не надо бояться делать на стене. Чем он еще хорош, этот способ? Тюль есть у всех. Чаще всего мы меняем шторы. 5-10 лет мы все равно меняем. А тюль эту, которая у нас висела, мы ее крутим, вертим. И мы ее туда-сюда, как правило, не выкидываем все равно. Она есть у каждого. Почти у каждого. Кто-то выкидывает все равно, да. В гараже, на даче, еще где-то. Берем, наносим. Также она потом легко стирается. И представьте себе, да, вот это такой огромный бесплатный трафарет. Трафарет ведь достаточно стоит дорого. Тем более, вот, например, там на 5, на 15, на 30 квадратных метров. Это бешеных будет денег. А здесь вот взяли и наносим. Что еще могу сказать? Такой образец, он чем-то напоминает обои. То есть вот у нас обои, там есть люди, любители обоев, и они смотрят вот с такими узорами, выбирают обои горячего тиснения, которые там стоят 2-3 тысячи за рулон, и которые потом рассыхаются, отклеиваются в углах, там в швах расходятся, еще что-то. При намыкании, тоже они отслаиваются от стены. И если где-то потопы или что-то, желтые пятна появляются. Обои есть обои, у них есть большие минусы. А здесь с помощью вот этого способа нанесения вы можете имитировать себе, как будто бы обои, но это абсолютно бесшовное полотно, и оно очень прочное, прямо на долгие-долгие годы. То есть вам быстрее надоест это до чертиков, чем вы его, чем он у вас отпадет или там раскрошится. Очень прочное покрытие. Если у кого-то штукатурок еще дома нет, декоративных, я обязательно рекомендую пробовать. Что еще я могу вам предложить? Заказать штукатурку декоративную вы можете прямо у нас, перейдя по ссылке в описании. Есть 3 как минимум ссылки, которые ведут в Viber, WhatsApp и группа ВКонтакте. Вы переходите по ним и связываетесь с нами, задаете вопросы. Мы вам поможем рассчитать, выбрать цвета и оформить доставку в любой регион. Это все доступно. Я могу даже сказать, что штукатурка декоративная у нас стоит гораздо дешевле, чем где-то в других городах. У нас большой достаточно ассортимент декоративных покрытий от мала до велика, и мы колируем в любые цвета. Поэтому, если вам понравился этот вариант, то мы ждем ваши заявки. По ссылкам в описании мы с вами ведем все консультации. Чаще всего это WhatsApp, конечно, чаще всего. И реже уже делится Viber и ВК. Группа ВК. В сообщениях там тоже пишут люди. Мы уже почти заканчиваем. Пока мы с вами болтали ни о чем, Роман уже практически нанес вот этот участок достаточно немаленькой стены. Ему осталось совсем чуть-чуть. Что еще можно сказать? Штукатурка, лофт. Декоративная штукатурка с названием лофт. Говорят часто, лофт это стиль. Да, лофт это стиль. Но и штукатурка с наименованием лофт тоже существует. Ее так называют. У нее на ведре написано лофт. Она очень такая густая достаточно. Она не зернистая. Ее можно разводить водой до удобной консистенции.
Нанесли стену, и пока штукатурка полностью не высохла, снимаем тюль и видим под ней вот такой вот красивый очень эффект. Смотрите, весь рисунок, который нам казался невзрачным на куске тюля, вот так вот он выглядит на стене. Представьте, если вот у вас была бы вот эта вся комната, да, нанесена, и был бы ваш цвет, который вам нужен, это очень реально красиво, очень. Снимаете тюль, можете ее постирать и использовать дальше. Например, у вас есть кусок тюля 3 метра, вы нанесли одну стену, постирали тюль, наносите вторую тем же самым куском. Смотрите, как красиво. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал и заказывать у нас материалы, а также мы ждем от вас положительные отзывы за вот эту вот красоту. Лайк, подписка, всем спасибо и пока!